Что может быть интереснее, чем заглянуть в душу человека? Конечно же, заглянуть в его сумку. Итак, сегодня мы смотрим, что у меня в сумке, а точнее в рюкзаке. Это мой рюкзак. Он мне очень нравится по двум причинам. Во-первых, он разноцветный, а значит не скучный. Мне нравятся разноцветные сумки, рюкзаки. Во-вторых, у него много карманов и отделений, и он позволяет мне быть организованной. Вообще я не очень организованный человек, а с этим рюкзаком уровень организованности повышается значительно. Итак, что же у меня в рюкзаке? Чего только у нас здесь нет. Начнем с передних карманов. Их здесь два. Большой передний карман, маленький передний карман. В большом переднем кармане находится бутылка для воды с водой. Очень важно избегать обезвоживания. Сумка на пояс или бананка, так ее называют в народе. Вообще, если я выхожу просто погулять или иду в магазин, я беру только эту сумку на пояс. В этой сумке я обычно ношу телефон, конечно же. Мой телефон очень старенький, с многочисленными трещинами и царапинами. Он прошел огонь и воду. Наушники. Зеркальце. Очень клевое. Которое я купила в музее. Печенька. Бальзам для губ. С запахом банана. Вообще мне не нравятся бананы, но запах банана и вкус банана я люблю. Лейкопластыри, потому что красивая обувь не всегда удобная. Ключи от дома с открывашкой для пива. Я пиво очень люблю. Кошелек. Что в кошельке? Деньги. Мелочь. Это очень важно здесь, в Германии, носить при себе мелочь. По двум причинам. Платные туалеты, а также шкафчики для хранения вещей. В музеях, галереях, в библиотеках даже. Эти шкафчики работают на монетах. Ты кладешь монетку в специальный механизм, закрываешь шкафчик на ключ, монетка остается. Берешь с собой ключ, и когда ты приходишь обратно, ты можешь забрать свою монету. И самое главное, потом ее не тратить и не терять, потому что она тебе пригодится опять для того же шкафчика. Очень важный момент. Что еще? Удостоверение личности, карта медицинского страхования, водительские права, ну и банковская карта, конечно же. Так, что еще? Футляр для очков с очками. У меня очень чувствительные глаза, поэтому я ношу солнцезащитные очки, даже если облачно. Они сделаны из дерева, очень легкие, но очень хрупкие. Они легко ломаются. И поэтому я их держу в этом футляре. Крем для рук с ароматом бабушкиных духов. В маленьком кармане солнцезащитный крем, ветровка от
слово ветер, потому что осень в Германии уже официально началась, к сожалению. Переходим к главному отделению. В главном отделении зарядка для компьютера, компьютер или в народе ноутбук. Еще здесь книга на испанском. Мне ее подарила моя подруга Кристина. Кристина, hola, ¿qué tal? Я ее читаю очень медленно, уровень довольно высокий, а уровень моего испанского не очень высокий. Шаг за шагом. Пусть медленно, но верно. Пенал для ручек с цветными ручками, с мороженками. Тетрадь для моих занятий турецким языком. С этой стороны у меня грамматика, таблички, все самое интересное и сложное в турецком языке. С другой стороны упражнения. А теперь мы добрались до самой важной вещи в моем рюкзаке. Надувная подушка. Дело в том, что я плохо концентрируюсь дома. То есть, если мне нужно работать, например, над моими видео, я обычно иду в библиотеку. И, к сожалению, в местных библиотеках стулья отвратительные. Они очень неудобные. Но я нашла решение. Я ношу с собой вот эту подушку для того, чтобы подложить ее под... Ну и если я сильно устаю, в той же самой библиотеке, где-нибудь в углу, можно прикорнуть. Это все, что было в моем рюкзаке. А теперь ваша очередь. Что в твоей сумке? Или рюкзаке? Или карманах?